Две посадки в разный грунт. Специально для того, чтобы вам показывать, как чувствуют себя или растут орхидеи в коре и как растут орхидеи в керамзите, чтобы было с чем сравнивать. Добрый день, друзья! Сегодня сделаем пересадку двух орхидей. Одна орхидея посажена в коре, другая орхидея растет в керамзите. Это Black Piano, а это Санта Клаус. И предыдущее видео, в котором я показывала вам две этих орхидеи, спасибо всем, написали, что хотите посмотреть эти пересадки. Но пересадки только лишь потому, что корни и у одной, и у второй орхидеи растут очень длинные, все свешиваются из горшка, и при перестановке или при передвижении орхидеи по полке я сломала два корешка. Хотелось бы этого больше не делать и поместить все корни у этих орхидей в горшок. Ну и заодно посмотрим, как растут в коре, в керамзите. Пока они растут одинаково. Орхидеи были приобретены в очень маленьком размере. Горшок 1,7 дюйма. Соответственно, орхидеи были крохотные. Сейчас немножко подросли, активно растят корни. Давайте разберем эту и другую орхидею. Достанем их из горшка и посмотрим. Так, это Black Piano. И, как всегда, проблема в том, что эта орхидея вырастила корень, прошла сквозь тонкие отверстия горшка. Сейчас я вырезала здесь одну часть горшочка, вырезала одну из перемычек и постараюсь достать корень, не сломав, потому что корешок растущий. Керамзит можно высыпать из горшка и потом постараться аккуратно не получается. Придется еще одну перемычку удалять. Сейчас, секунду. Делаю я это вот так. Все корни вы отлично видите. Наверное, даже говорить нечего. Хотя можно обратить ваше внимание на то, что вот эти корни находились внутри горшка. Вот они приросли. Вот, по крайней мере, этот корешок прирос к керамзиту, и он растущий. Ну и также здесь происходит то же самое. Корень растет. Но эта орхидея активно растит корни от шеи. Вот один корень. Вот второй корень. Если какие-то керамзитинки очень хорошо прям приклеились к корням, снимать я их не буду. Для того, чтобы посадить с такими длинными корнями орхидею, опускаю в теплую воду
И стараюсь именно эти корни все поместить в воду. Ой. Для того, чтобы они напились, стали более податливые. И при посадке в горшок, но сейчас я вот этот помещу корень, а потом орхидея полежит, этот корень напитается, я ее поверну, и этот корень тоже опущу в воду. Ничего страшного, если орхидея полностью находится в воде. Потом нужно бумажной салфеткой удалить всю влагу из точки роста и пазух листьев. Теперь давайте извлечем из горшка вторую орхидею и посмотрим, как корни растут в коре. У этой орхидеи корни растут в ножках горшка. Здесь будет проще достать их. И что мы видим? Да все так же хорошо. Молодые корни. Единственный корешок, который я бы хотела убрать, это старый корень, с которым самый-самый первый, с которым мы ее сажали. Вот видите, а этот корень был внизу и по своим каким-то причинам начал расти вертикально вверх и вышел из грунта. И эту орхидею тоже помещаем в воду. Сколько займет это времени, я сейчас не знаю, но может быть это час, может быть 2, потому что нужно положить то одной стороной, то другой орхидеи. Но как только корни хорошо впитают в себя воду, сделаем посадку. Точно так же одну орхидею посажу в керамзит, другую в кору. Пока корешки намокают, Юлечка решил поспать. Ричи принес ему игрушки и ушел. Ричи лежит на стульчике. Ушел на стульчик в зал. Вот он. Ричи. Скучно. Ну, понятно. Ты пришел играться, а мы пришли сажать цветочек. Прошло больше часа. И сейчас мы первую орхидею посадим Санта-Клаус. Посажу я ее в кору. Возьму 2 фракции коры. Одна мелкая 8-13, вторая 13-19. В равных пропорциях. Горшок объемом 1,6 литра.
корней достаточное количество для такого объема горшка. Ну и сейчас будем помещать их в этот горшок. Главное не сломать. Орхидеи держу на месте и поворачиваю горшок для того, чтобы орхидея села глубже в горшке. И насыпаю кору. Не стала использовать ту кору, в которой она была посажена. Взяла новую. И надеюсь, что в этом горшке орхидея теперь будет расти долго. Не в смысле того, что она медленно будет расти, а эта посадка будет, ну, по крайней мере, на 2-3 года. Я надеюсь на это. Не хочет один корень помещаться в горшок. Сейчас я его присыплю корой, и тогда он будет расти вниз. Рукой мне удобнее, быстрее получается. Так, не хватило мне коры. Не всегда на глаз можно определить, сколько потребуется коры для посадки. Можно добавить. Вот теперь достаточно. Это первая орхидея. Вторая орхидея Black Piano. И она росла в керамзите. Поэтому посадка будет тоже в керамзит. Самое главное поместить корни в горшок и желательно корни не сломать. Я сначала всегда сажаю орхидеи, а потом протираю пазухи листьев и точку роста. Вот этот самый длинный корень. Вот его в первую очередь и опускаю в горшок. Можно еще руками помочь корням правильно и равномерно распределиться в горшке. Придерживаю орхидею по центру горшка. И насыпаю керамзит. Также поместила чуть глубже орхидею в горшке. Ну, листики будут расти, новые, а старые будет она отсушивать. Это, конечно, случится не сразу, но все равно этот процесс будет постоянным. Для того, чтобы можно было подсыпать грунт, я и сажаю орхидею глубже в горшке. Посадка — это самое простое, что может вообще быть. И вот теперь очень тщательно нужно высушить салфеткой
и точку роста, и пазухи листьев. Две посадки в разный грунт. Специально для того, чтобы вам показывать, как чувствуют себя или растут орхидеи в коре и как растут орхидеи в керамзите, чтобы было с чем сравнивать. Вот такие две чудесных орхидеи. Будем за ними дальше наблюдать. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.